Сегодня, друзья, мы с вами гуляем по Выборгу. Это древний город, основанный королем Швеции в 1293 году во время военных походов на карелов. Поэтому нам точно есть что здесь посмотреть. Гулять будем вместе с психологом Юлией Мавринской. Она расскажет нам с вами, как и чем поддержать себя в трудное время и научит получать удовольствие от жизни. Если у вас сегодня не очень хорошее настроение, или вас кто-то обидел, или вдруг какую-то неприятную новость узнали, зайдите просто по дороге в маленькое уютное кафе, абсолютно любое. Возьмите чашечку кофе или чая, полюбуйтесь пенкой, посмотрите вокруг, полюбуйтесь на небо, пролетающих птиц. Просто улыбнитесь миру, улыбнитесь себе. И в душе расцветет новая жизнь, новое желание идти вперед и в мир. Радуйтесь, радуйтесь, живите здесь и сейчас, в каждом моменте. Это важно, это и есть жизнь. Начнем знакомство с городом собора святых Петра и Павла, который принадлежит лютеранской общине. Это чудо, что нам удалось увидеть тут орган, и он является самой заметной частью храмового убранства, потому что эта конфессия всегда достаточно скромно оформляет внутреннюю часть церкви. Эта строгость имеет отношение к тому, что лютеране стараются больше обращать внимание на свое внутреннее состояние и диалог с Богом, чем на внешние проявления своей веры. Выйдя из храма, пойдем в сторону набережной и замка, минуя центральный рынок с удивительной смесью старой готики и уличных палаток. По набережной, вдыхая замечательный свежий воздух реки Вуоксы, идем в сторону замкового острова. Радуйтесь солнцу, радуйтесь миру, цветам, носите яркую одежду, радуйте себя цветами, наполняйте ими каждый свой день, каждый свой миг, и тогда жизнь будет раскрашена во все цвета радуги, а иначе будет просто тускло и неуютно. Создавайте праздник для себя в цветах. Белая башня святого Олафа словно вырастает из гранита и вонзается в глубокую синеву северного неба. Это единственная в нашей стране полностью сохранившаяся крепость европейского типа. Это Выборгский замок. История замка уходит в далекий XIII век, когда в 1293 году шведские войска в ходе шведского Третьего крестового похода завоевали карельские владения Новгорода. Основателем замка и всего Выборга считался маршал Торгельс Кнутсон. Памятник ему стоит на площади Старой ратуши напротив замка. В замке во время своих визитов в Выборг останавливались шведские короли. У них не было постоянной резиденции, и они переезжали из замка в замок, чтобы проверить свои владения. Благодаря тому, что замок активно благоустраивался к середине XV века, он стал самым красивым замком Швеции. Посещайте новые места или давно забытые. Приезжайте в те места, где вы когда-то побывали, и уже забытые чувства в этом месте снова могут всколыхнуться. Улыбка появляется на лице. Это может быть связано с детством, это могут быть ощущения каких-то встреч давних и очень приятных. Вспоминайте, это тоже помогает выжить в этой жизни. В нем замостили камнем верхний двор, в жилых зданиях поставили изразцовые печи, обновили рыцарские залы. Сам город к тому времени сильно разросся и занял полуостров напротив замка. Его окружили крепостной стеной с 9 башнями и 2 бастионами, крепостным валом, заполненным водой рвом.
В итоге Выборг стал основным рубежом обороны. В чем-то город похож на кусочек Европы своей основательностью, узкими улицами, небольшими тавернами, местечковостью. Хотя разрушенные здания удручают. Все, кроме одного, самого старого дома в России. Дом этот разменял уже 5-ю сотню лет и вполне возможно застал даже времена Ивана Грозного. Сам дом совсем небольшой, в нем всего 2 этажа и 2 квартиры. В каждую отдельный вход с улицы. Его стены – это смесь камня и кирпича, с которых местами осыпалась облицовка. Но пластиковые окна и пара спутниковых антенн непрозрачно намекают на то, что жильцы в доме все-таки есть. Радуйте себя, радуйте. Надо баловать себя вкусной едой, красивым застольем, приятной компанией. Но из этого складывается жизнь. А когда вы наполнены, когда вы внутренний сосуд наполняете вкусной едой, приятной музыкой, шикарным общением с хорошим человеком, вы готовы дальше давать миру. А когда ты даешь миру, мир тебе дает в ответ. Это закон брать-давать, его никто не отменял. Чем ты заполнен, тем ты и делишься. Наполняйте себя прекрасными моментами, и тогда жизнь будет прекрасна во всех ее проявлениях.